Ракетный крейсер «Москва». Что известно о пораженном флагмане Черноморского флота РФ? Ракетный крейсер «Москва» – советский и российский ракетный крейсер проекта 1164 по классификации НАТО, находившийся на службе с 1982 по 2022 год. Главный корабль своей серии. Входил в состав Черноморского флота РФ и был его флагманом. В 1982 году вступил в строй «Слава», будущий крейсер «Москва», флагманом Черноморского флота РФ. В 1986 году вступил в строй второй крейсер по классификации «Слава», названный как «Маршал Устинов», базирующийся на Северном флоте РФ. Новейший крейсер под названием «Червона», Украина, вступил в строй в 1989 году, через 6 лет переименован в «Варяг» и назначен флагманом Тихоокеанского флота РФ. Ракетный крейсер «Слава», а будущий как «Москва», спущенный на воду судостроительным заводом имени 61-го коммунара в Николаеве в 1979 году. Вошел в состав Черноморского флота СССР в 1983 году. Главный корабль проекта 1164 «Атлант». С 18 по 22 ноября 1986 года корабль заходил в греческий порт Пирей. Крейсер «Слава» участвовал в саммите на Мальте 2-3 декабря 1989 года между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим. Она использовалась советской делегацией, в то время как у американской делегации были свои спальные помещения на борту USS Белкнап. Корабли стояли на якоре на рейде у побережья Марсошлока. Штормовая погода и неспокойное море привели к тому, что некоторые встречи были отменены или перенесены, что привело к прозвищу «Саммит морской болезни» в международных СМИ. В итоге встречи прошли на борту Максима Горького. Советский круизный лайнер на якоре в бухте Марсошлок. «Слава» вернулся в Николаев в декабре 1990 года для ремонта, который продлился до конца 1998 года. 15 мая 1995 года корабль был официально переименован в «Москва». В августе 2008 года крейсер «Москва» участвовал в российско-грузинской войне и находился в территориальных водах Грузии. Во время боев с ВМФ Грузии в корабль попала ракета, однако подтверждений этому не было предоставлено. С февраля 2016 года корабль не выходил в море. В октябре 2018 года стало известно, что 13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму приступил к работе по восстановлению производной готовности крейсера «Москва». Причем работы должны продолжаться от 6 до 8 месяцев. Задача – вернуть кораблю ход, о модернизации речь не шла. 21 апреля 2020 года флагман Черноморского флота ВМФ России, ракетный крейсер «Москва», снова встал на доковый ремонт. Крейсер при длине 186 метров и ширине 21 метр имел водоизмещение 11,5 тысячи тонн. Корабль был способен развивать скорость до 32 узлов, а запас его хода составлял до 8000 миль. В состав экипажа «Москвы» входили 510 человек. Крейсер был вооружен артиллерийской установкой АК-130, 6 зенитными артиллерийскими установками АК-630, 8 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан», 8 зенитными ракетными комплексами, торпедными аппаратами калибра 533 мм. На палубе «Москвы» базировался вертолет К-27.
Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Последняя боевая служба была завершена в феврале 2016 года. Неоднократно заходил в украинский Севастопольский порт. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины крейсер действовал в районе острова Змеиный. В частности, вместе с патрульным кораблем Василий Быков провел артиллерийскую подготовку острова перед высадкой русского десанта. При этом стал всемирно известен благодаря фразе, полученной им от украинских пограничников, основанных на острове, в ответ на требование сдаться: «Русский военный корабль, иди». К вечеру 13 апреля 2022 года в ракетный крейсер «Москва» поразили две ракеты Р-360 «Нептун» берегового противокорабельного комплекса и получил значительные повреждения. Удар был в левый борт, при этом внимание корабля отвлек украинский Байрактар ТБ-2. По данным, которые впоследствии привели раненые российские матросы, эвакуированные из крейсера в Севастополь. Сначала Байрактары произвели обстрел радаров, которые в результате обстрела были выведены из строя, а уже после этого произошла атака Нептунами. 14 апреля 2022 года Минобороны России сообщила, что на крейсере произошел пожар, сдетонировал боезапас, корабль получил серьезное повреждение. Как сообщал Asint UK, сигнал СОС с российского военного корабля перестали подавать 14 апреля 2022 года примерно в 1 час 05 минут по киевскому времени. Российские источники сообщают, что именно в 1 час 05 минут подали сигнал СОС, а 54-х матросов спасло турецкое судно. В Черном море после потопления ракетного крейсера погиб капитан первого ранга флагмана Черноморского флота РФ Антон Куприн, принимавший участие 24 февраля 2022 года в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией. В результате повреждений и пожара, а также сложных погодных условий, флагман Черноморского флота наклонился на левый борт и затонул. О затоплении корабля сообщил представитель Украины Алексей Арестович в интервью адвокату и правозащитнику Марку Фейгину, говорил, что крейсер «Москва» сильно горит. С флагманом морского флота крейсером «Москва» произошла какая-то неожиданность. Сильно горит. Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло. 2 матроса покурили не в том месте. Нарушили ли в очередной раз какие-либо меры безопасности? Не везет, пошутил он. В то же время днем 14 апреля 2022 года российская Минобороны заявила, что пожар на корабле удалось локализовать, открытого горения нет. Корабль сохраняет плавучесть и его планируют отбуксировать в порт. Пресс-служба оперативного командования «Юг» днем сообщила, что в результате удара крылатыми ракетами вражеский корабль получил существенные повреждения. Возник пожар, другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер, и он начал тонуть. К вечеру того же дня Минобороны России заявила, что во время буксировки в условиях шторма корабль потерял устойчивость и затонул. Гибель Москвы стала самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. По предположению телерадиокомпании Deutsche Welle, при начальной стоимости около $2 миллиардов, остаточная стоимость крейсера составляла $750 миллионов. Так в России осталось только 2 корабля этого проекта: маршал Устинов,
на Северном флоте и «Варяг», флагман Тихоокеанского флота. По словам министра обороны Литвы, на борту находились 485 членов экипажа, в том числе 66 офицеров. Он также сообщил, что турецкое судно откликнулось на сигнал бедствия и спасло 54 члена экипажа в 2 часа ночи по местному времени. Россия заявила, что 1 моряк с крейсера Москвы погиб, 27 пропали без вести, а 396 членов экипажа были спасены. В ноябре 2022 года, после того, как семьи потребовали предоставить информацию, российский суд в Крыму признал гибель еще 17 моряков, в основном призывников. Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Это самая большая потеря российского военного флота, начиная с 1941 года. Тогда немецкая бомбардировка разрушила линкор «Марат». Утрата России крейсера «Москва» имеет 2 значения. Первое значение – это корабль, который был задействован для прикрытия ПВО группировки оккупантов, которая была создана там и предназначена его для того, чтобы закрыть небо от наших воздушных сил. Но вообще, с военной точки зрения, этот крейсер предназначен, и этот класс кораблей называют убийцей авианосцев. Его стихия – это океан. В Черном море такому кораблю делать нечего. Но они его потеряли. Украина официально объявила обломки корабля объектом подводного культурного наследия. Также крейсер «Москва» изображен на марке Укрпочты 2022 года, посвященной защитникам острова Змеиного.